Очередной раунд переговоров в Абу-Даби. Приведут ли разговоры к миру? Слова Трампа расходятся с информацией Министерства обороны России о сроках перемирия с правительством Индии и Кремлем, о поставках нефти. Кто ж врет? Си Цзиньпин и Владимир Путин провели переговоры по видеосвязи. Говорили об укреплении сотрудничества и стратегических отношениях. Си пригласил в гости, Путин согласился. Эстония в Балтийском море задержала контейнеровоз, направляющийся в Санкт-Петербург. Есть предположение, что корабль перевозил контрабанду. От холодной погоды в шоке даже игуаны. Во Флориде рептилии просто падают с деревьев. Специалисты уверяют, с ними все будет хорошо, как только потеплеет. А теперь об этом подробно, внятно и понятно. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Абу-Даби завершился первый день переговоров по урегулированию войны в Украине, они продолжатся завтра. Нынешний раунд между Киевом, Москвой и Вашингтоном сосредоточен на военных вопросах, заявили в Министерстве иностранных дел Украины. Там отметили, что Украина хочет услышать от российской делегации обратную связь по вопросам, обсуждавшимся на предыдущих переговорах, и что Киев хочет понять, к чему на самом деле готовы Москва и Вашингтон. Фокус этих мирных переговоров будет прежде всего на военных и военно-политических вопросах. Это понятно из состава делегаций, которые там встречаются. Существует много нюансов относительно того, как гипотетически может закончиться война, и именно это интересует Украину. Украинская сторона заинтересована в том, чтобы понять реальные намерения россиян и что в этом контексте намерены делать американцы. Я надеюсь, что это будет успешно. То, о чем вы сказали, включая параметры возможного прекращения огня, линию разграничения и другие вопросы, разумеется, будет обсуждаться на техническом уровне военными. В идеале мирные переговоры должны проходить в деэскалированной атмосфере, при том, что обе стороны делают шаги, демонстрирующие их серьезную приверженность прекращению войны и приоритету дипломатии. Когда одна из сторон осуществляет такие масштабные обстрелы, нацеленные на гражданских, объекты отопления и энергетики, это мешает дипломатическому процессу. В то же время, когда речь идет о самых чувствительных и сложных вопросах, таких как территориальные вопросы, включая Запорожскую атомную электростанцию, наша позиция остается неизменной. Мы считаем, что эти вопросы должны обсуждаться на уровне руководства. И президент Зеленский был и остается готов к такой встрече. В российском же МИДе уже заявили, появление войск коалиции желающих в Украине после мирного соглашения категорически неприемлемо для России и будут рассматриваться Москвой в качестве законной военной цели. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, Россия будет продолжать боевые действия в Украине, пока Киев не примет решение. Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты. Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна, она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению этих трехсторонних переговоров, и которым мы признательны за их усилия. Но пока соответствующее решение киевским режимом не принято, специальная военная операция продолжается. Наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированы с военным комплексом киевского режима. И операция продолжается. Трехсторонние встречи проходят на фоне обострения ситуации на фронте и продолжающихся ударов по украинской территории. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия воспользовалась поддержанным США энергетическим перемирием, чтобы накопить боеприпасы, и во вторник нанесла удар рекордным числом баллистических ракет. На этом фоне Украина отвергает требования России уступить оставшуюся часть Донбасса, территории, которые силы Москвы не смогли захватить за 4 года боев. В Киеве подчеркивают, что такие вопросы могут обсуждаться только на уровне лидеров государств. Американский президент Дональд Трамп обещает хорошие новости по Украине и мир, но в The Telegraph звучит совсем другой тревожный сигнал. Журналисты пишут, что то, как он ведет переговоры с Москвой и Киевом, может вовсе не закончить войну, а лишь отсрочить ее и заложить почву для следующей большой битвы. Трамп пытается выжать из процесса мир любой ценой, давит на Украину, чтобы она согласилась на территориальные уступки, и одновременно словно подмигивает Путину, предлагая уступки ради прекращения боев. Именно такая компромиссная игра рискует оставить Киев без нормальных защитных границ, а Москву довольной и готовой вернуться к насилию позже. Критики говорят прямо, если результатом станет просто временное затишье, без четких гарантий безопасности для Украины, это будет не мир,
а всего лишь отсрочка следующего витка войны. И кажется, что пока стороны торгуются, на передовой ничего не меняется, а риск возобновления полномасштабных боевых действий остается очень высоким. В Минобороны России спорят с заявлением Дональда Трампа о том, что энергетическое перемирие длилось с воскресенья по воскресенье. Такая версия звучит так, будто с 25 января по 1 февраля ударов по энергетике не было. Но отчеты самого российского военного ведомства говорят об обратном. 25 января Минобороны сообщало о поражении энергетического объекта в Украине. Тогда удар пришелся по Николаевской области. 26 января новые сообщения об ударах по энергообъектам. В тот день в Харькове без света осталась большая часть области. 27 января ведомство снова отчиталось о поражении энергетической инфраструктуры. Перебои с электричеством были в нескольких регионах. О таких ударах перестали писать только с 28 января, а уже 29 января Трамп заявил о прекращении атак на неделю. Выходят, заявленные сроки перемирия и реальные отчеты не совпадают. Папа Лев призвал лидеров России и Соединенных Штатов продлить их последний договор о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3, который ограничивает количество стратегических ядерных вооружений, развернутых каждой из сторон. Завтра истекает срок действия договора СНВ-3, подписанного в 2010 году президентами Соединенных Штатов и Российской Федерации, который стал важным шагом в сдерживании распространения ядерного оружия. Возобновляя призыв ко всякому конструктивному усилию в пользу разоружения и взаимного доверия, я обращаюсь с настоятельным призывом не допустить, чтобы этот инструмент утратил силу, не попытавшись обеспечить ему конкретное и действенное продолжение. Нынешняя ситуация требует сделать все возможное, чтобы предотвратить новую гонку вооружений, которая еще больше угрожает миру между народами. Как никогда срочно необходимо заменить логику страха и недоверия общей этикой, способной направлять выбор в сторону общего блага и сделать мир наследием, сохраняемым всеми. Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, ограничивает ядерные арсеналы России и США. Россия приостановила участие в нем в феврале 2023 года, но Путин предложил еще на год неформально сохранить эти ограничения для США. Соединенные Штаты Америки вышли из частичного шатдауна. Палата представителей с минимальным перевесом одобрила компромиссный план по бюджету. Деньги снова пойдут на оборону, здравоохранение, образование и жилье. Финансирование службы внутренней безопасности продлили временно. Дальше спорные вопросы по миграции будут обсуждать отдельно. Как вы видели, секретарь Ноэм вышла вчера и объявила, что это будет новой политикой. Это хорошие вещи. Патрулирование на колесах будет изменено. Есть много вещей, которые, как мне кажется, были разумными предложениями и которые уже были бы реализованы господином Хоманом и другими, кто всем этим занимается. Так что, думаю, мы можем прийти к соглашению. Я очень надеюсь, что так и будет. Сегодня время профинансировать большую часть правительства ради американского народа. Миннеаполис потряс совесть Америки. Мы должны быть потрясены, злы и возмущены из-за лишения жизни Рене Гуд и Алекса Претти. Мы, народ, хотим положить конец этой насильственной оккупации наших городов. Мы, народ, заслуживаем ответов. Конгресс должен обуздать Министерство внутренней безопасности. Вот почему я проголосовал, и почему многие мои коллеги проголосовали против финансирования Министерства внутренней безопасности. Не потому, что оно нам не нужно. Оно нужно, но оно должно действовать в рамках Конституции и законов нашей страны и наших штатов. После голосования документ на подписание Дональду Трампу в овальный кабинет принес спикер Майк Джонсон вместе с коллегами. Кстати, у нас должно быть удостоверение личности избирателя. У нас должно быть много того, что, как мне кажется, все хотят видеть. Кто бы не хотел удостоверения личности избирателя? Только тот, кто хочет жульничать. Подумайте об этом. У нас нет удостоверения личности избирателя, и демократы этого не хотят. И причина, по которой они этого не хотят, в том, что они хотят жульничать. Потому что нет ни одной причины в мире. И мне нравится этот спор Линдси. Мне нравится говорить, ну почему вы не хотите удостоверения личности избирателя? И вы видите, как они говорят? Я не знаю. Я просто... Это ужасная вещь. Шатдаун начался после того, как Конгресс не успел принять бюджет вовремя. Теперь же законодатели получат время для обсуждения дальнейших шагов по иммиграционной политике. В Вашингтоне прошла встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Она состоялась на следующий день после того, как США и Индия объявили о новой торговой сделке. Стороны договорились снизить американские пошлины на индийские товары.
с 50 до 18%. В обмен Нью-Дели пообещал, хотя официально еще не объявили, остановить закупки российской нефти и упростить доступ на свой рынок. По словам Дональда Трампа, Индия также увеличит покупки американской энергии, угля, технологий и сельхозпродукции. Джай Шанкар находится в Соединенных Штатах Америки с официальным визитом и примет участие во встрече по критически важным полезным ископаемым, которую проводит Марко Рубио. Новая сделка — только первый шаг. Переговоры о более широком соглашении продолжатся. В правительстве Индии заявили, что страна будет диверсифицировать источники энергии на фоне сделки с США и изменений в мировой обстановке. Главная цель — обеспечить энергетическую безопасность для 1,4 миллиарда жителей страны. При этом Нью-Дели не подтвердил полного отказа от российской нефти, сохраняя курс на гибкую и прагматичную политику закупок. В МИД России также заявили, что у него нет оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход к импорту российской нефти после торгового соглашения, которое Нью-Дели заключил с Вашингтоном. Хорошо известна позиция Индии, которая неоднократно высказывалась руководством этой страны, руководителями Индии и в контактах с российскими коллегами и публично. А именно в вопросах внешнеэкономического сотрудничества Нью-Дели руководствует исключительно национальными интересами, принимая суверенные решения, исходящие из коммерческой целесообразности. У нас нет оснований полагать, что индийские друзья пересмотрели свой подход, по-прежнему убеждены, что закупка Индии российских углеводородов выгодна обеим странам и содействует поддержанию стабильности на международном энергетическом рынке. Мы готовы продолжать тесную кооперацию в этой области с нашими партнерами в Индии. Индия просто не может полностью отказаться от российской нефти, отмечают эксперты. И говорят, Дональд Трамп лукавит. Сейчас тоже можно усомниться в том, что Трамп говорит правду, потому что он и раньше, и полгода назад примерно говорил, что Индия уже отказалась от покупки российской нефти, потом через какое-то время сказал, что она уже близка к этому, а теперь оказывается, что она все это время покупала российскую нефть, и вот только теперь якобы отказывается. Еще один фактор, который заставляет нас усомниться в словах Трампа, то, что он предлагает Индии покупать вместо российской венесуэльскую и американскую нефть. Венесуэла добывала до того, как Соединенные Штаты устроили морскую блокаду, примерно 960 тысяч баррелей в сутки. Россия же в Индию поставляет, как правило, около 1,5–2 миллиона баррелей в сутки. То есть венесуэльской нефти всей не хватило бы. Соединенные Штаты, они экспортируют сверхлегкую малосернистую нефть. Та самая сланцевая нефть — это де-факто, по сути, газовый конденсат. Поэтому она по характеристикам не подойдет для того, чтобы заменить российскую, потому что Россия в Индию поставляет сорт Urals. Это среднесернистая, довольно тяжелая нефть, она подходит для переработки для индийских НПЗ, поэтому как ни крути, но американская и венесуэльская нефть здесь Россию не заменит, поэтому Трамп как минимум здесь преувеличивает, скажем так. Если бы кто-то и что-то заменяло бы Россию, то скорее Индия купила бы больше нефти ближневосточной. Владимир Путин срочно провел онлайн переговоры с Си Цзиньпином на фоне сообщения о сокращении закупок российской нефти Индией. Кремль делает ставку на Китай как ключевого покупателя энергоресурсов, но данные расходятся. По оценкам аналитиков, поставки в Индию либо снизились до 1,1 миллиона баррелей в сутки, либо упали почти в 4 раза. Неопределенность вокруг экспорта растет. Для российско-китайских отношений можно это с уверенностью сказать, любое время года – это весна. И хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым 2026 годом и наступающим праздником весны. Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер. В этом году мы отмечаем 25-летие основополагающего для наших отношений договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его дальнейшая реализация, безусловно, отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует укреплению комплексного, действительно всеобъемлющего взаимодействия России и Китая. Россия в лидерах по поставкам в КНР энергоресурсов. Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер. Ведем активный диалог в области мирного атома. Продвигаем высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и исследовании космоса. Что же касается международной обстановки, то в условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором.
готова продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на всех многосторонних площадках. Столь приятный и весьма символический день. С удовольствием с вами провожу углубленный разговор. Вместе разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений. Важно воспользоваться исторической возможностью, постоянно углублять стратегические взаимодействия, вместе нести ответственности крупных держав во имя непрерывного развития китайско-российских отношений по правильной траектории. В регион Ближнего Востока вошла американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. Как сообщили американские чиновники, переброска сил должна усилить возможности штатов по защите своих войск и сдерживанию возможных угроз на фоне роста напряженности вокруг Ирана. Параллельно, по данным Axios, администрация Дональда Трампа согласилась с просьбой Тегерана перенести переговоры из Турции в Оман. Ожидается, что ядерные консультации между Вашингтоном и Тегераном пройдут уже в эту пятницу. Источники сообщают, что также обсуждается возможность участия в встрече арабских и мусульманских стран региона. В территориальных водах Эстонии задержали контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багам. Судно шло из Эквадора в Санкт-Петербург и, по данным таможни, может быть связано с контрабандой. Корабль взял на борт спецотряд Кей-команда. Сейчас он стоит на якоре у Таллина, идет проверка груза. Власти подчеркивают, под санкции судно не попадает. В Каракасе исполняющая обязанности президента Делси Родригес заявила, что говорила по телефону с Дональдом Трампом и Марко Рубио. Она призвала к уважению и диалогу, несмотря на разногласия. По ее словам, у США и Венесуэлы есть давние связи и шанс договориться. Как вы знаете, в последние дни я провела телефонные разговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио. Именно так и следует двигаться вперед. Уважение к международному праву, межличностное уважение, понимание того, что мы можем выстроить хорошую рабочую повестку, несмотря на наши различия. Исторически между Соединенными Штатами и Венесуэлой существовало множество связей с самого начала наших дипломатических и международных отношений. Тем временем тысячи сторонников правительства вышли на марш с требованием освободить Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес спустя месяц после их задержания американскими военными. Акцию организовала правящая партия. К ней присоединились члены боливарианского ополчения. Участники несли плакаты и изображения Мадуро, обвиняя Америку во вмешательстве и похищении лидеров страны. Этот народ не антиамериканский народ, нет. Но мы выработали глубокое антиимпериалистическое сознание, конечно, выработали в венесуэльском народе. Мы боремся за то, чтобы утвердить нашу собственную модель развития, нашу собственную модель демократии, нашу политическую модель, нашу социальную модель, чтобы сократить разрыв неравенства, нашу экономическую модель, чтобы развивать сельское хозяйство, промышленность и нефтяную отрасль, которая станет великим рычагом для всестороннего развития народа. В Лондоне, в Сент-Джеймском дворце, король Чарльз и королева Камилла устроили прием для тех, кто держит города на плаву. Во вторник, 3 февраля, они поговорили с работниками местных и региональных служб и поблагодарили их за работу в районах и городах. Среди 350 гостей – специалисты по общественному здоровью, социальные работники, директора школ и команды, которые помогают защищать женщин от насилия. Король и королева прошли по залу, общались и слушали истории с мест. Встреча стала простым «спасибо за их ежедневный труд». На склонах итальянского вулкана Этна ученые из Швейцарии испытали четвероногого робота Animal. Его задача — автономно искать и анализировать газы, которые могут предупреждать о будущих извержениях. Робот оснащен масс-спектрометром и системой датчиков, а его движения обучены с помощью искусственного интеллекта и подкрепляющего обучения. В сложных условиях, на песке, камнях и у кратеров, машина показала до 100% автономности. Исследователи уверены, такие роботы помогут снизить риск для людей и улучшить мониторинг вулканов. Во Флориде резкое похолодание привело к необычной картине. Игуаны начали падать с деревьев. Из-за холода холоднокровные рептилии впали в оцепенение и временно потеряли способность двигаться. Кадры сняты в Майами и округе Бровард в начале февраля. На траве и асфальте лежат десятки неподвижных игуан. Специалисты объясняют, при низкой температуре их организм замедляется, но животные не погибают и оживают, когда снова становится теплее. Похолодание оказалось редким для Флориды.
В южной части штата температура опускалась примерно до минус 6 градусов Цельсия с учетом ветра. Этим воспользовались ловцы игуан. Только за несколько дней они собрали более 1500 особей. Зеленые игуаны считаются инвазивным видом и не относятся к местной фауне.